Всем привет, я Влад, а это новый джип Wrangler в комплектации Willys. А, я сегодня без микрофона, поэтому за звук сразу извиняюсь. Я выехал на выходные вот в это красивое место и решил снять такой мини-обзор на обновление 2025 года у этого легендарного автомобиля. Итак, мы отправились в увлекательное путешествие по штату Ют, чтобы насладиться нереальной или даже внеземной красотой. Нашим проводником в этот раз стал джип Wrangler в комплектации Willys 2025 модельного года. Он получил небольшое, но очень важное обновление, которое покажу позже. В этом видео я хочу совместить путешествие и обзор авто. Покажу эту машину на фоне природных красот. После бентонитовых холмов мы поехали посмотреть, как идут раскопки динозавров. Экскурсию брать не стали, в тот день было больше 90 по Фаренгейту, а просто прошлись по тропинкам и глянули, что к чему. Это один из крупнейших карьеров в США. Раскопки ведутся на территории 46 на 180 метров. Тут найдены кости, датируемые до 150 миллионов лет назад. Кстати, поучаствовать в раскопках стоит $1500 с человека. На обратном пути на секунду остановились, чтобы сфотографировать марсианскую базу. Близко подходить нельзя, это частная территория. Тут тестируют марсоходы и учатся жить и работать на другой планете. Далее от марсианского пейзажа мы отправились к лунному. Ехать недалеко, но посмотрите, как кардинально отличается местность. Цвета сменились от красных в серо-желтый. Здесь есть условная дорога, но многие ездят как хотят. Из-за этого весь ландшафт в следах от шин. Эта гора возвышается почти на 2000 метров. Ее возраст около 90 миллионов лет. Состоит она из глинистого сланца и песчаника, и поэтому имеет такой цвет. Итак, продолжаем. Мы сменили локацию. Чуть-чуть про этот автомобиль. Значит, это комплектация Willys. Здесь опционально установлены другие диски с более агрессивной резиной. Размер здесь 315/70 на R17. Также опционально стоят такие расширители, чтобы защищать кузов от вылетающих камней. Полностью светодиодная оптика ближней-дальней, противотуманки. Вот открывается тайп. Первой защелки в салоне нету. Значит, здесь под капотом, конкретно в этой машине, 2-литровый 4 цилиндра двигатель, 275 сил. Этот же двигатель используется в версии плагин гибрида, только уже идет с электромотором. Интересная система, никакого антивандального замка нету. Что здесь еще интересного? Ключевой доступ только на передних дверях. Съемная крыша над передними пассажирами. Задняя часть также снимается. Камера заднего вида. Обзора 360 здесь нет. Дверь распашная. Там наше барахло. В общем, с этой точки зрения ничего особенного. Главное изменение 2025 года в интерьере. Покажу чуть позже. Здесь бумбокс. Еще опционально установлен. Еще из интересного, не знаю, видно, не видно будет, здесь лобовое стекло от компании Gorilla Glass. Я так предполагаю, обещают повышенную прочность при попадании камней, чтобы не разбивалось. Хотя по айфонам как бы не чувствуется.
толчка со стареньким джипом. Дальше нас ждал переезд длиной 2,5 часа по живописной извилистой дороге. Ездить по таким местам пассажирам намного интереснее, можно рассмотреть всю эту красоту. Спешить никуда не хочется, а просто ехать и наслаждаться дорогой. Хочу отметить, что джип хорошо себя ведет на асфальте с такой серьезной резиной. В салоне гула от шин почти не слышно. По пути встретили заправку, где была очень завышенная цена на бензин. Обычно цена на дизель чуть выше, чем на бензин, но не тут. Потом мы съехали с асфальту, и далее нас ждала гравийная дорога Терка, длиной около 2 часов, которая местами становилась сложнее из-за больших камней, крутых спусков и подъемов и резких поворотов. Еще вдобавок солнце село, и в полной темноте без дополнительного света ехать быстро не получалось. Штатные LED-фары светят хорошо, но в таких условиях необходимы дополнительные люстры. С рассветом мы вышли в путь. Нас ждало испытание длиной 25 километров пешком по пересеченной местности без мобильной связи. Мы шли, чтобы увидеть одну из самых труднодоступных достопримечательностей. Этот живописный вид был в составе заставок Microsoft. На этот хайк мы отправились под закрытие сезона, и к полудню температура зашкаливала. Этот поход был на грани добра и зла. Но все ради вот такого шикарного вида. Насладившись, нас ждала дорога обратно. По итогу было пройдено 39 тысяч шагов за весь день. Обратно мы ехали чуть быстрее. Днем, естественно, ехать проще, и можно было разогнаться на прямых участках. В таких поездках раскрывается вся суть рамного внедорожника. Итак, вот самое главное изменение машины 2025 года — это большой 13-дюймовый дисплей. Есть много функций новых, сильно отличается от предыдущего, то, что было в джипах. Домашний экран, здесь можно настроить на самом деле любые иконки. Например, сюда вывести музыку, здесь любые дополнительные выбираются. Медиа, климат, подключенный телефон, либо CarPlay. Информация по автомобилю. Здесь прикольно есть внедорожный режим, все показатели, блокировки, углы. Камера и настройки. Также есть приложение. Нижняя часть осталась без изменения. Здесь климат, управление стеклами. И здесь дополнительно стоит задняя межколесная блокировка. И вот эта функция помогает на бездорожье. Это что-то в виде электронного помощника. Приборная панель осталась без изменения, она не электронная. Здесь центр настраивается. Также прикольно в этой комплектации тканевые сиденья. К примеру, сегодня на улице было 92 по Фаренгейту, и они не нагрелись. Поэтому, на мой взгляд, это намного удобнее. Вечером нас ждал долгожданный отдых ногами кверху и ночь в палатке под звездами. Утром мы выехали и через 9 часов, довольные своим приключением, вернулись домой. Джип получил небольшое, но важное обновление. Новая мультимедиа выглядит красивее и намного функциональнее. В остальном это старый добрый джип, машина для бездорожья, а не для города. Спасибо, что досмотрел до конца, дальше будет больше. Пока!